Международный учебный центр. From grocery checker to millionaire, the Джерри Цветанович story. История Джерри Цветанович. Спасибо. Для меня такая честь быть здесь. Я хочу поделиться своей историей по двум причинам. Моя история, то, как я начинают многие. И, чтобы вы знали, я была первым дистрибьютором Марка Хьюза. Я была его единственной руководящей. И все это время это было путешествие во времени вместе с Гербалайфом для меня. И я работала учительницей и продавщицей, кассиршей. В школе я была с 8 до 3, а потом работала в магазине кассиршей с 6 до полуночи. У меня не было времени больше ни для чего. И я окончила школу учителей в Лос-Анджелесе, я специализировалась по танцам. И я не любила эту работу, потому что я знала, что школьная система — это опасная вещь. Дети употребляют наркотики, дерутся. И я не хотела быть учительницей, но это был мой единственный шанс. А кассиршей я работала, потому что мне не хватало денег. И я изо всех сил работала, но я не могла заработать много денег. И я однажды просто была в отчаянии, когда я увидела, как учительницу ударили стулом прямо по телу. Это было так страшно, я убежала из класса в тот день, а в школе были беспорядки, дети обезумели. И я сказала себе, я больше не могу. И я взяла газету, и никогда не забуду то объявление про меня. Там было написано, не надо просиживать штаны дома, жизнь не тюрьма. И я подумала, это про меня, я как в тюрьме. И я вырвала это объявление и решила позвонить, потому что мне больше нечего было делать. Во всяком случае, я не знала, и мне было так плохо. И мне казалось, все двери передо мной закрылись, и каждый занят своими делами, каждый делает деньги. И я позвонила по этому номеру, и Марк Хьюз ответил мне. Тогда он был такой же, как мы. Он работал, как мы. Он говорил по телефону, собирал клиентов. Он был такой же, как все вы в этом зале. Он был молод, ему было 24. И мне он читал инструкцию по телефону. Я тогда этого не знала. Но он убедил меня прийти, что это шанс получить работу. Я рассказала, что я была учительницей, кассиршей, а он рассказал про Гербалайф и про свои замыслы. И я пришла, и он сказал, мы договорились. И в те дни Гербалайф, вы не поверите, как он выглядел. Вся компания могла бы уместиться на этой сцене, и там была приемная, вся в каких-то пятнах. Потолок был покрашен в черный цвет, и краска отваливалась хлопьями, которые были белыми с обратной стороны, и приходилось их стряхивать, потому что краска шелушилась. И у него были такие белые листы с рекламой, и там было написано «Добро пожаловать в нашу семью». Это было так банально. И он красовался перед этими листами и объяснял маркетинг. Тогда было только 2 вида продукции.
И пришло человек 15 тогда со мной. Люди все время выходили. Я думала в туалет, но они выходили и больше не приходили. И когда Марк кончил говорить, нас осталось только 3. И еще 2 мужчин ушли, и я осталась одна. И он был таким оптимистом. Он говорил о мировом успехе, рисовал горизонты. В то время в это трудно было поверить, как выглядел этот офис. Он, конечно, сам симпатичный, молоденький, с прыщичками и такой оптимист. И я осталась одна. И он дал мне этот чемоданчик с товаром, он решил, что я согласилась. И начал спрашивать про меня, и что я хочу сделать со своей жизнью. И этим он как бы подводил меня к тому, чтобы я сделала решение и выбор. Он спросил, что я хочу от жизни. Я сказала, я разочарована, что мне нужно хотя бы 30 тысяч в год. Он сказал, никаких проблем, что он ищет тех, кого он может научить редуплицировать себя через других людей, чтобы стать богатым. Он первый сказал мне, что можно стать богатой, но он сказал, для этого надо измениться, самой стать лучше, другой, приносить больше пользы обществу. Я ему сказала, что я попробую, и он сказал, что он научит меня, что делать в точности. И я не знала, я ничего не понимала в маркетинге, но я сказала, окей, я попробую. И он сказал, как заполнить эту форму, и сказал, надо привлекать людей. Как ты кого-нибудь найдешь, это пойдет в этот кармашек, и ты будешь расти, и твоя организация тоже. И он все время меня подводил к тому, чтобы я стала дистрибьютором. Он сразу дал мне таблетки, 3 штуки, и сказал, проглоти, и ты почувствуешь. Я их проглотила. И он начал объяснять про маркетинг. Он сказал, первая скидка 25%, но если будешь хорошо работать, умно работать, это ключевая фраза, работать умно. Я до сих пор ее использую, эту фразу. Он сказал, зачем все делать самой, ты можешь быть спонсором, а другие люди будут делать эту работу. И они найдут других людей, ты станешь супервайзером. И он спросил, хочу ли я, что можно стать за месяц. И я сказала, а как? И он объяснил, он сказал, кого ты знаешь? Я сказала, человек 15, кому нужна такая продукция. Он сказал, хорошо, запишем эти 15, а потом он спросил, а сколько людей ты знаешь, которые хотели бы заработать? И я сказала, по-моему, все, кого я знаю. Он сказал, прекрасно, суммируй всех этих людей, и ты будешь их супервайзером через месяц. Я сказала, хорошо. Но потом он сказал, это просто. Я покажу тебе наглядно. Кому сегодня надо было бы потерять вес, из кого ты знаешь? Я сказала маме. Он сказал, давай учиться говорить с людьми, которых ты знаешь. Начну с твоей матери. И набросал на листке речь и сказал, будешь говорить то, что тут написано. Позвони. По-моему, это было очень правильно, потому что он учил меня сразу получать результат. Он дал таблетки, он объяснил, как продавать, и сказал, давай звони твоей матери, только говори по наброску. И мы позвонили маме. День, здравствуй, мама. Я читала. Мама, я поступила в новую компанию по совместительству, там такой чудесный продукт. Он помогает сбросить вес, а ты же хотела. Этот руководитель компании, он здесь со мной, он меня обучает, он хочет с тобой поговорить. И Марк берет трубку и говорит, здрасте, Джерри хочет с нами работать.
И она сказала, что у вас есть лишний вес. И мама говорит, да. Он говорит, сколько вы хотите сбросить? Она соврала, она сказала 30 фунтов, хотя ей надо было больше. И он говорит, никаких проблем, у нас натуральный продукт, очень вкусный, с гарантией сработает. Давайте вы будете ее первым клиентом. И я отдал мне трубку, я сказал, пожалуйста, мама. А мама, ну что? Она сказала, ну хорошо. Понимаете, это был мой первый клиент. Я взяла чемоданчик, и я ушла. И Марк сказал перед уходом, чтобы я составила список всех тех, кому понадобятся продукты, а также список тех, кто хочет разбогатеть, записать адреса, телефонные номера, рабочие, домашние. И что он сказал, чтобы я взяла на день отпуск от школы и пришла к нему в понедельник с утра, и тогда он научит меня, как быть спонсором и инструктировать по телефону. И я была в восторге. Видимо, начали работать эти таблетки. И я решила рассказать обо всем Дагу, потому что и у Дага были проблемы. И я пошла на пляж и сказала Дагу, мы разбогатеем. И я открыла этот чемоданчик, не поверите, как он тогда выглядел. Он не был таким красивым, как сейчас у вас всех. Там все это было напечатано на разных листках разными машинками, там было много ошибок. И когда ты брал все это, что разваливалось на части, там не было ни значков, никакой рекламы, брошюр, видео, аудио, ничего, что есть сегодня, никакой системы строителей успеха, и было только две формулы и руководство. И я сказала, да, вы читай. А он читал, замечал все эти ошибки и под конец сказал, никогда не буду этим заниматься и тебе не советую. И мне стало так плохо. Я сказала, я ничего не сказала, я взяла этот чемоданчик и сказала, пока так увидимся. И мне было плохо, потому что я так хотела, чтобы кто-то поверил, как и я. И он был первый человек, с которым я поговорила ужасно. Я вернулась домой, засунула этот чемоданчик под кровать, даже не открывала. И не делала списка, и с мамой расхотелось не говорить. А Марк Хьюз сделал очень умную вещь. Он в воскресенье мне позвонил и сказал, Джерри, как твой список? А я сказала, Марк, я не знаю, может быть, не надо его сделать, потому что я ему рассказала про Дага, что он сказал, даже не надо с мамой говорить, иначе она станет подопытной свинкой. И он сказал, ты что, не помнишь, нужно изменить себя? Я же тебе говорил, иначе ты всю жизнь будешь кассиром. И еще один шок. Эти слова. Он сказал, если хочешь работать у меня, сделай список ночью, внеси туда всех людей с телефонами и приходи завтра утром ко мне в офис. А Дага в этот список не занеси, потому что нам такие люди не нужны. Я сказала, да. И я пошла в понедельник со списком, и он начал учить, как говорить с людьми, которых я знаю, как их спонсировать. И я решила поговорить с подругой Дебби. Он опять сделал набросок
И я позвонила, сказала: Дебби, ты знаешь, это новая компания, замечательные люди, можно разбогатеть. Рядом со мной руководитель этой компании, он хочет поговорить с тобой. Марк взял трубку и сказал: привет, Дебби, Джерри мне рассказала про тебя. Может быть, ты хочешь подзаработать? Хочешь или нет? 500, 1000, 1500 по совместительству. Не отрываясь от своей работы продавщицей. Джерри знает, где ты, а она за тобой заедет во вторник вечером. И Дебби сказала: хорошо. И я сказала: Дебби, я заезжаю. И подумала: это мой первый клиент. И потом я вместе с ним поговорила еще с двумя, а потом начала работать сама. И поначалу мне было страшно говорить. У меня дрожали руки вместе с трубкой, потому что было непривычно. Никакого счастья, никакой радости. Я боялась. Но Марк сказал, что... Он сказал так: если не научишься играть, не разбогатеешь. Действительно, раз уж я была несчастлива или боялась, мне нужно было притворяться смелой, уверенной, потому что я же хотела быть такой. И, несмотря на недостатки, я их так преодолевала путем этой игры. И в конечном итоге характер действительно изменился. И не знаю, за какое время, но изо дня в день я менялась, и в конечном итоге эта работа стала такой простой. И в тот день я поговорила с 6, и 4 из 6 согласились. 4 присоединились. А я уже знала, чему их учить, как делать список, как учить их говорить с людьми о нашей продукции. Я могла научить их, привлечь людей в компанию, вот и все. Это было трудно, потому что я продолжала работать в магазине. У меня был только час. Я сажала их в машину и по дороге домой все рассказывала. И я не могла уйти с работы, потому что я работала с 6 до полуночи. И клиентуру я находила в магазине, но владелец магазина заметила и стал угрожать уволить меня, потому что я была на другой работе, и я стала делать это украдкой, и их тоже просила. И все это было так трудно делать украдкой. И в конечном итоге, знаете, мне даже продавать приходилось после работы, то есть после полуночи. Я говорила людям, чтобы они заехали ко мне, и потом, когда приходила из магазина, я оставляла на лестничной площадке для них, и они бросали чек в почтовый ящик. Вот так я торговала ночью. И что потом было? Я бросила преподавать, и днем стала заниматься гербалайфом. И продолжала работать в магазину, и во вторник, четверг и субботу ходила к Марку, но иногда пропускала из-за работы. Но моя группа не росла, потому что меня ограничивал магазин. Я не могла там все делать. И тогда я поняла, что надо выйти на улицу и привлечь людей, которые там. Я начала наклеивать рекламные наклейки. Я начала говорить с людьми на улице. Я стала привлекать их. Я делала все, что могла. Я говорила как минимум с 10 в день о продукции и о компании. И очень нервничала, потому что все время был слух, что меня уволят из магазина. Я так боялась. Нервничала. Я не знала, что будет, потому что 11 лет я работала в магазине. Это, в общем-то, давало мне средства к существованию.
А Даг молодец, он все-таки стал работать в этом бизнесе. Это единственный супервайзер, который остался со мной в тяжелые времена. Я так должна Дагу за все и его группе. И вот были тяжелые времена, очень тяжелые, потому что это первый год Гербалайфа. Сам по себе он был ужасным. Он был таким, что, знаете, никто тебе не верил в компанию, в Марка Хьюза. Гербалайф выглядел как, не знаю, как ничто. Никто, у всех в голове были какие-то свои планы, только люди, которые, у которых не было ничего лучшего, только они поворачивались к Гербалайфу. И Марк был единственным, кто говорил нам, что мы можем стать большим, чем мы были. Да, я помню это. И мы очень много работали. Даг был единственным человеком, который меня поддерживал. Меня уволили. Сказали, что через неделю уволят. Я поговорила с Марком, он сказал, выбирай. Даг сказал, не бойся. И я позвонила управляющему и сказала, что я больше не вернусь в твой магазин, будь он проклят, и бросила трубку. Никогда не вернусь. И потом... Спасибо. Но я так ужасно себя чувствовала, я сказала, да, что же делать. Он тоже был испуган. Мы искали людей повсюду. Вот наше расписание. Мы жили рядом. Мы уходили в 6 утра, расклеивали наклейки с 7 до 9. Потом в офисе мы работали с 9 до 5 по телефону. Мы рекламировали, мы были спонсорами, мы обучали дистрибьюторов, мы работали с клиентами и заодно делали бутерброды сами своими руками, совсем что подворачивалось, потому что не было обслуги. И знаете, в Гербалайфе это же была маленькая фирма. Мы росли, но не было никакого обслуживающего персонала. И мы с Дагом были самыми старшими дистрибьюторами. И все остальные обращались к нам с вопросами. Мы решали их проблемы и руководили бизнесом. И вот так мы строили компанию Гербалайф. Мы сами собирали чемоданчики, потому что больше было некому. Мы помогали везде, где было нужно. Мы налаживали отношения. Был один рассыльник, которого постоянно гонял по городу Марк. Я отвечала на все звонки. А самое интересное, Марк с улыбочкой предложил мне однажды вымыть туалет. Потому что... Да, правда. У нас были собрания по 50 человек, и на всех только один туалет. Никогда не забуду. Он так любезно мне это предложил. И... там был плунжер, там была швабра и губки, а я тоже стала хитрой. Он же сказал, будь умной, и я стала нагружать этой работой своих дистрибьюторов. И это было так интересно. Было так интересно, как это мытье туалетов пошло по всей лестнице, по всей вертикали сверху вниз, потому что те стали искать своих дистрибьюторов.
И все тогда делали мы. И я горжусь, что мы выстояли. Посмотрите на ферму сегодня. Вы не понимаете, как я горжусь Гербалайфом, зная, чем это было и что это сегодня, зная, чем это будет. Понимаете, мы научились 4 вещам: продавать, спонсировать, обучать, расширять и делать все это просто. Я помню, мы работали 7 месяцев по 7 дней в неделю. Мы говорили с кем только могли. И мы теряли людей, потому что у них не хватало веры. Это, если бы они знали, чем это станет, они не верили Марку Хьюзу. Вам гораздо легче. А Марк молодец, он всегда платил вовремя, он всегда поддерживал. Это лучшая компания. Я скажу, Гербалайф — это все наши ценности, это свободное предпринимательство, это здоровье людям, это свобода выбора, это помощь, и это философия Гербалайфа. И я скажу, так и есть. И Марку можно верить, он постоит за своих людей. Он дает такой шанс из года в год. Посмотрите, я вижу этот зал, а тогда как было? Вам легче, а следующему поколению будет еще легче. Нам помогает технология. Вас уже обучают. Вы знаете, как быстро теперь будет расти Гербалайф. Это эволюция, но ее сделали мы. И вы знаете, тогда было трудно, первый год. И на второй год мы тоже занимались этим строительством. Джон Тартл, он красил потолок, а Лори Тартл клеила обои. Мы продолжали строить свой дом, свою компанию. И мы знали, мы как-то знали, что это все не зря. И это заняло много времени. Только через год я заработала 1000-ную зарплату. А потом, на второй год, я потеряла всех своих людей. Почти всех. Осталось горсть. Среди них был Джон Тартл. И пришли другие. Гарсия. Сильные люди. Вы знаете, я говорила с тысячами за 18 месяцев. Это было первое поколение. Из них 60 стали супервайзерами, но только 8 продержались и стали лидерами. Они стали людьми, которые построили Гербалайф. И это изумительно. Понимаете, я хотела бы рассказать про Марка. Он такой удивительный человек, и нам так повезло с его компанией.
I'm just telling you, a couple years from now, you won't believe it. Those of Вы you не who are sitting on the поверите. bleachers here, you know, you will be here. Через Your несколько лет generations will be все, кто here. сидят в этом зале, будут And, здесь уже it'll с be a new детьми. group, and И это it's будет important to know другой Гербалайф, но важно that it знать, is truly going to что happen, and it is это not going to обязательно wait for you будет. guys. You got to И никуда вы от этого and не go with it. денетесь. And, you know, another smarter way to work is to work as fast as you can. Понимаете, нужно Because работать the как можно faster you быстрее. go, there's a whole Потому thing, что the чем pace of быстрее мы path is идем determined все by the вместе leader. за And лидером, people are looking at you every тем single day. больше уверенность Don't видят take те, this кто на нас opportunity for смотрит. granted. Так что не 93, упустите эту we're in the возможность. height of the weight loss season right 93-й now. будет поразительным The whole годом. world is positioned Весь мир, for вся экономика business like мира you never even dreamed поворачивается of. лицом к All over здоровому the economy, питанию. all over the world is saying the health Во всем nutrition мире нас industry ждут is the fastest распростертыми 1990 объятиями. industry to be in, И the most growth industry to в be in. 90-е We're in a recession, and everybody's наша going фирма down the будет tubes, расти and we're быстрее climbing. всех. You know, we've got То, such что у нас incredible есть, opportunity, and I just это want to tell you, невероятный потенциал. it's like a miracle that Это как we're чудо. here. And И you know, I'm Вы really знаете, fond of Europe because I я dream так this. люблю I just вас want to tell всех, you real потому quick. что My father came from, my расскажу grandfather о came from себе. Yugoslavia to Мой отец America приехал to в give Югославию, his family a better life. а потом в Америку. And he brought Он his искал son, my лучшую father, жизнь when и he was привез с 17 собой years old. своего сына, 17-летнего, My grandfather died моего at отца, 36 а потом дед умер в because of 36 pneumonia. из-за My воспаления father- легких. My father was here, И a мой young отец, child. Мальчишка He didn't speak the остался language. один с матерью, он даже на английском не говорил. И они с мамой были уборщиками в чужих домах. And И он then he got recruited into the Он World War потом пошел в II. армию, And I remember his и я помню, как мама говорила, she was so scared that her son его would мама, die in что the она war так and not боится, come back and что live его that убьют, что он не American dream. вернется, не доживет The family a до better life. американской мечты о лучшей жизни. And I think of it. И когда я сейчас об этом думаю, я же дожила до этой And мечты, all of us could too. и каждый из нас может. I love you all. Я люблю вас всех. This has been a presentation of Herbalife International Incorporated, 1993.